Всем привет! Сегодня с нами Марина. Давайте посмотрим, что у нас есть на сегодня. Вот такая вот у нас база. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот смотрите, здесь сразу видно, какой цвет. Вот краска была где-то месяца 2 назад. И у корней цвет свой виден. Ну что ж, будем думать, что сделать. Так, у нас с вами модель, вы видели, значит, у нее корни 7. Седина там только начинается, поэтому, ну, окрашивание было, вы видели, полоса была 6, и дальше уже была светлая часть, где-то между 7 и 8, такая подсмытая. Значит, что мы с вами делаем? Я вам говорила, что у меня есть новый краситель, называется он РФ. Этот краситель турецкий, здесь очень много масел, как бы состав я почитала, достаточно хороший состав, и мы сегодня с вами будем его пробовать. Значит, мы с вами берем 6, но так как у меня все-таки палитра не очень большая для тестирования, я буду смешивать вот смотрите, какую мне палитру дали для тестирования. Вот все эти цвета, видите, выбор не очень большой. Будем красить на 3%, потому что у нас волос тонкий, седина только начинается. И лучше, когда вот такое начало седины, вы используете слабый оксид. И потом, когда на выходе вы уже посмотрите, остается блик или не остается, вы всегда можете внести коррекцию. Делать следующий оксид там 4,5, а если потребуется 6. Потому что даже у тонкой седины бывает такое, что она трудно закрашивается. Все это вы, конечно же, увидите после того, когда покрасите. Поэтому я сегодня беру краситель 6.0. Еще раз вам скажу, краситель у нас РФ. И буду добавлять краситель для цвета. Вы видели типаж Марины. Я буду вот делать ей такой коричневый с медью. Этот цвет очень красивый, он неоднородный. Он, скажем так, имеет в себе блики. И он такой более богатый, более яркий, более насыщенный получается. Поэтому мы с вами будем брать краситель, так как у нас начальная седина есть. Поэтому мы с вами берем для начальной седины краситель 6.0. Допустим, я его буду выдавливать. Так, где-то грамм у меня будет, наверное, 15. Сделаем 15 грамм. Вы помните, седина у меня начальная, но она раскидана по всем волосам. Так, вот 15 грамм красителя 6.0 и буду добавлять 15 грамм 6,67. То есть у нас такой будет шоколадный с легкой медью. Также я добавлю 15 грамм. И по инструкции производителя мы с вами разводим 1 к 1,5. Значит, соответственно, мы разводим 45 грамм. Для перестраховки я возьму 40 грамм. С волосом сегодня знакомлюсь первый раз, поэтому, конечно, хочется получить сразу хороший результат. Размешиваем мы все с вами очень хорошо, однородной массы. Никаких микстонов, никаких пигментов я сюда не добавляю, потому что мне не нужна медь, да? Мне нужен такой спокойный коричневый с легким отливом, то есть цвет многогранный. После того, когда вы хорошо все размешали, мы с вами будем добавлять лечение, что оно в обязательном порядке добавляем. Народная масса получилась. И, как всегда, лечение. Помните, 10% от общего количества. То есть, если у нас с вами 30 плюс 45 это 7, значит 5,2. 5 грамм у нас идет кератина и 2 грамма аминокислоты. Так, у меня здесь уже баночка заканчивается, поэтому я буду через край. 2 грамма аминокислоты. Опять же, все хорошо перемешиваем и будем наносить с вами краситель. Вот такая вот красивая масса получилась у нас. Очень пластичная, кремообразная. Хорошо перемешивается краситель. То есть вот качество пока мне нравится. Посмотрю на выходе. Нанесение красителя обычное.
Ничего такого сверхъестественного нет. Краска такая очень пластичная, мягкая. Наносится легко. Как видите, кисточка у меня тоже новая. Я уже ее облюбовала. Достаточно упругая, мягенькая. Значит, что я вам рекомендую? Так как у нас все-таки здесь двойной цвет по длине, есть светлые волосы, поэтому я буду прокрашивать все сразу, потому что мне нужно затемнить. Вы помните, что у меня оксид не сильный, и плюс еще стрижка у нас длинная, да, сейчас. Вот длинная для Марины имеется в виду. Поэтому мы с вами сразу же одновременно наносим, для того, чтобы выровнять оттенок. Нанесение у нас с вами классическое, крест-накрест, и потом я начинаю с теменной зоны, потому что теменная зона у нас с вами имеет небольшую седину. Ну и просто, в принципе, удобнее наносить, если честно. Нанесли крест-накрест, а после этого мы откидываем от лица волосы и аккуратненько наносим краситель. Вы помните, что краситель надо наносить не сухо, то есть достаточно густо. Ну, не чтобы капало, конечно. Но краситель должен наноситься все-таки так равномерно и густо. Сначала, видите, я наношу на отросшую часть волос, то есть на натуральные волосы, а затем уже буду растягивать на длину. Краевую линию прокрашиваем хорошо. Височки у нас, я смотрю, совсем светлые. Отличается у нас натуральный цвет по всей голове. То есть вот у лица на темной зоне потемнее, вот височки совсем светленькие. Вот таким вот образом переходим сразу на затылочную зону. Краситель наносится очень комфортно, мягкий крем получился у нас. И обязательное условие, да, мы прокрашиваем в обратную сторону. Таким образом мы себя контролируем, пропустили вы или не пропустили что-нибудь. Обязательно прокрашиваем вот так в обратную. Мы с вами засекаем время и наносим уже на длину. Так, время у нас с вами 15 минут. Соответственно, время выдержки у нас, так как у нас нет сильной седины, вы помните, да, у нас будет где-то время 30-35 минут. Давайте 35 минут мы выдержим, не как для седины, а как для просто окрашивания. И вот, значит, мы сейчас с вами засекли время, 15 минут у нас. И теперь мы с вами сразу же прокрашиваем длину, чтобы нам убрать вот этот вот светлый рыжий оттенок, который у меня на длине есть. Марина говорит, что ей не нравится такой цвет светлый, она не хочет. Чувствует себя некомфортно. Как вы говорите про блондинок-то? Женщина с полей. Ну, это только вот как вот прям на копёж. Марина, у меня-то не обесцвеченные волосы, у меня как... Нет, да. Я просто думала, что вы прям сразу на свой прям все думаю. Надо же, сейчас я буду говорить плохое об этом. И думаю, а сама мастер в таком цвете. Нет, конечно. Нет, не в таком. Товарищи, нет, вы же знаете. Да, ну это конечно. Большинству цвет нравится светлый. Да, а еще в чем его плюс светлого цвета? В том, что он скрывает седину. Вам пока нечего скрывать. И потом еще плюс что? Значит, смотрите, когда темный цвет, у нас получается мы как в рамке. Наше лицо четко обозначено. Темный цвет обрамляет лицо, и все изъяны, которые на лице, они видны. Светлый, что получается? Он размывает внешность, то есть все изъяны размывает. Так что здесь я должна с вами поспорить. Просто в душе кому-то подходит, кому-то нет. Вы знаете, я много лет, ну, скажем, года 3 точно ходила темной. Я каждый раз проходила мимо зеркала и каждый раз вот так вздрагивала. Потому что это не была не я. Так, обязательно мы, когда с вами прокрашиваем, не забывайте, оставляем воздух. Да? То есть мы с вами шевелим волосы, у нас они плотно не прилегают к коже.
должен оставаться у нас воздух, потому что краска, любая краска, она работает с кислородом. То есть за счет кислорода образуются вот эти вот искусственные пигменты, которые затем насыщают волос наш. Оставляем оставшееся время, высиживаем. Помните, мы время засекли и дальше будем смотреть. Мы с вами, время выдержки у нас прошло, и мы идем в мойку мыть. Соответственно, как всегда, у нас идет с вами шампунь и стабилизатор. Показывать, как мы сегодня не буду, вы в каждом видео увидите. Вот я вам показываю в мокром виде. Не оцениваем никогда цвет в мокром состоянии, оцениваем только в сухом. Но даже в мокром видно, что волосы прокрасились и все нормально. Чтобы оценить цвет и зафиксировать формулу, обязательно нужно волосы посушить. Я здесь сделала стрижку, я вам ее в этом видео показывать не буду, потому что другая тема. Вот стрижку вы можете увидеть по ссылке, которую я вам оставляю всегда под видео. Помните, у нас с вами новый краситель РФ, отработал он хорошо. Но всегда учитывайте, пожалуйста, о том, что волос тонкий. Вот конкретно в моей модели я считаю, что надо все-таки взять было на 1 тон темнее, потому что кожа, видите, просвечивается. Волос тонкий, учитывайте это, пожалуйста. Но у каждого клиента свои проблемы, и надо их обязательно маскировать, да, то есть надо улучшать, а не показывать недостатки. Всем удачного дня, всех люблю, пока-пока.